Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оксана, я биолог, и сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, как расстройство аутистического спектра и синдром Аспергера. Данная тема является очень обширной, поскольку исследования данных состояний ведутся очень давно, они изучаются еще с 50-х, 60-х годов прошлого века, и поэтому информации накоплено очень много. Я планирую рассказать сегодня о, во-первых, симптомах, то есть поведенческих особенностях, поведенческих проявлениях, которые подозревают заподозрить расстройство аутистического спектра. Также мы обратим внимание на нейробиологические, неврологические первопричины, которые могут приводить к этим симптомам. Разберем некоторые примеры и выясним, как же это может проявляться на самом деле, потому что это очень полиморфная, гетерогенная такая вот группа расстройств, и каждый человек имеет какие-то свои особенности проявления данных расстройств. И еще один аспект, который я хотела бы затронуть, это эволюционный аспект, о котором мы много говорим о канале, который, собственно, позволяет нам пролить свет на то, в принципе, как развивался наш вид и какую роль в эволюции нашего вида могло сыграть нейроразнообразие. И сегодня гипотеза, такая вот концепция нейроразнообразия, она как раз-таки является очень принятой, я развиваю, и вот в рамках нее расстройство аутического спектра наряду с синдромом дефицита внимания и некоторыми другими состояниями составляют как раз-таки вот это вот разнообразие, ну и, конечно, нейротипичными людьми, то есть идея основная состоит в том, что наша нервная система может развиваться не одним каким-то жестко заданным способом, как это происходит в большинстве случаев, а существует несколько возможных алгоритмов развития нервной системы, которые приводят к различным поведенческим вариантам, и в итоге мы получаем некое разнообразие поведенческих стратегий людей, которые могут быть адаптивны в той или другой ситуации. Вот вкратце то, о чем гипотеза нейроразнообразия и ее такая эволюционная перспектива. Но давайте теперь ближе перейдем к сегодняшней теме, и я буду показывать много иллюстраций, так что советую вам не только слушать, но и смотреть это видео, если вам это интересно. И начнем с того, какие же признаки, какие симптомы должны вызвать настороженность, должны вызвать такое вот предположение о возможном наличии расстройства аутистического спектра. Выделяют три основных группы поведенческих признаков. И первое из них – это расстройство социальности, социального поведения, когда ребенок, обычно это с раннего возраста, проявляется, диагностируется, проявляет ненормальную, нетипичную способность к социализации, то есть она у него снижена. Это может быть не только как таковое установление контакта, общительность, но и отсутствие визуального контакта, отсутствие реакции на других людей. И, как ни странно, но речевое развитие может входить в эту же группу симптомов, поскольку люди с раз могут просто-напросто не хотеть, скажем так, разговаривать, не хотеть отвечать на какие-то вопросы и взаимодействовать с окружающими, хотя у этого есть и у этих симптомов есть и другая причина. Итак, следующая группа симптомов – это ограниченные интересы, сосредоточенность на какой-то определенной группе объектов, объекте, на какой-то одной идее, которой ребенок, соответственно, посвящает большую часть времени. То есть это могут быть какие-то специальные интересы, то есть сфера интересов в области изучения чего-то, либо могут быть какие-то действия, какие-то объекты, какие-то игрушки, конструкторы и так далее. То есть это вот ограниченная область такого вот сильного интереса. Этот интерес поглощает буквально все внимание ребенка. И следующая группа симптомов, которые связаны немного с этим, это повторяющиеся действия. То есть склонность к тому, чтобы действовать определенным образом. Это могут быть какие-то двигательные паттерны, которые все время повторяются, речевые паттерны, выстраивание какой-то среды определенным образом, обустраивание, выстраивание каких-то объектов в окружающей среде. И вот все эти симптомы, они направлены, все эти действия, точнее, они
направлены на то, чтобы поддерживать как можно более стабильную консервативную среду. То есть эти дети, кроме всего перечисленного, еще нуждаются в постоянстве среды, и любые изменения, они являются для них очень сильным стрессом. Ну вот, скажем так, вот эти вот проявления поведенческие, они являются такой вот первой группой симптомов, которые обращают внимание на то, чтобы заподозрить данное заболевание или, скажем так, синдром. Итак, друзья, давайте сначала поговорим о наиболее популярных, таких интересных особенностях людей, которые могут встречаться при аутизме. Это синдром савантизма, синдром саванта, савантизм, то есть это называют по-разному. В общем, смысл этого явления состоит, что у людей присутствуют какие-то особые яркие способности, которые, скажем так, не соотносятся с их общим уровнем развития, интеллекта. Часто это проявляется у детей как какая-то одна особая сфера талантов, которая, скажем так, на фоне общего нормального или пониженного развития выглядит аномально, чрезмерно развитой. И к таким способностям относится способность к синестезии, то есть когда образы из одной сенсорной системы пересекаются с восприятием другой сенсорной системы. Могут быть очень хорошо развитые, детализированные способности к рисованию, к музыке, восприятию музыки, музыкальный слух, к воспроизведению ее. Могут быть способности к памяти, запоминанию, анализу, решению математических задач и так далее. И, в общем-то, сейчас вот давайте рассмотрим с вами некоторые примеры известных людей. Вот на слайде вы видите примеры таких вот художественных способностей людей с раз. Вверху известный рисунок девочки-аутистки, на котором изображена лошадь, которую обычно сравнивают с лошадью Леонардо да Винчи, которую он написал во взрослом возрасте. То есть обращают внимание на то, как передается динамика, на детализацию изображения. И вот эта вот детализация, внимание к мелочам, оно свойственно для многих людей с раз. Ну вот можете посмотреть тут же примеры рисунков других людей. Айрис Хелмшум, цветной рисунок внизу, Дэвид Барт. Вот эти люди, дети, которым 8-9 лет, то есть они явно перегоняют, скажем так, своих сверстников по способности к рисованию. Ну вот вверху для примера приведем рисунок нормотипичного ребенка 7 лет. Мы видим, что действительно уровень воспроизведения деталей разный. И еще один известный савант Стивен Уилшер, британец, который, скажем так, часто демонстрирует свой талант. Его возят на вертолете, да, над городом, и потом он зарисовывает панорамы всего того, что он увидел. То есть он запоминает в мельчайших деталях все, что он видел, как будто бы, то есть это все отпечатывается как на фотопленке. И вот такие вот случаи, они позволяют как бы лучше изучать вообще способности памяти, творчества, мышления и так далее у людей даже без данных патологий. То есть мы можем видеть те механизмы, которые были поломаны, ну, в частности, механизм забывания, механизм абстрагирования, о котором идет речь, когда мы не обращаем внимания на какие-то детали. В верхнем левом углу еще приведен пример рисунка из пещеры Шови, которому 30 тысяч лет, то есть это очень не характерно для периода того времени реалистичности детализации изображений, и предполагают то, что эти, скажем так, люди, изображавшие это, действительно тоже могли обладать похожими чертами, да, на синдром саванта. Еще одним примером является способность к уникальной памяти, и такой вот самый известный человек, описанный в литературе, был Соломон Шерешевский, которым физиолог Александр Лурия написал свою книжку, маленькая книжка о большой памяти, в которой он описывал его уникальную способность к запоминанию чисел, как-то числовых рядов, и также у него были способности к синестезии, то есть восприятию зрительных образов через звуки и так далее. Еще один такой известный исторический персонаж — это Ким Пик, савант из Америки, который тоже был известен своей уникальной способностью к запоминанию. Он с детства изучал множество дисциплин, у него было очень много знаний. И, в общем, это все на фоне того, что у него была задержка в развитии. То есть, действительно, по очень многим функциям когнитивным,
физическом развитии он отставал. И как раз-таки вот ученые, которые описывали его, обращали внимание на как раз-таки вот это вот избыточное образование связей, дальних связей, да, в мозге, ну, о котором мы будем говорить дальше, когда будем говорить о нейробиологии. Теперь давайте поговорим об исследованиях, скажем так, более легких, более высокофункциональных форм аутизма, не синдром Саванта уже, а синдром Аспергера. И в данном случае вот я хочу привести вам вот эту диаграмму из исследования Саймона Барона Коэна. Это один из известных исследователей аутизма. И как раз-таки вот эта диаграмма, которая показывает соотношение между эмоциональным интеллектом или эмпатией и способности к анализу или же формальным интеллектом, математическим, да, то есть аналитические способности. Вот вы видите, что по оси X отложена эмпатия, по оси Y способность к анализу. И что мы видим? Верхний левый сектор, обозначенный желтым, у нас занимают женщины. То есть среди женщин больше, опять-таки, людей, которые обладают эмоциональным интеллектом по сравнению с аналитическими способностями. Но опять-таки вы видите, что рассеяние точек здесь довольно большое, так что мы говорим только о тенденциях. Среднюю область занимают большинство нейротипичных мужчин. Это точки синего цвета, да, это треугольники, тут они обозначены. И нижний правый угол, то есть ярко-розовый сектор, это как раз-таки люди с аутизмом, синдромом Аспергера, люди обоих полов. Вы видите, что опять-таки существует некоторое рассеяние, но явное смещение их от всех нормотипичных мужчин и женщин происходит в сторону пониженной эмпатии и повышенных способностей к анализу. И как раз вот эта вот логичность, аналитичность мышления, она является такой основной особенностью, которая характеризует поведение, да, и то, как мы, собственно, воспринимаем людей с высокофункциональным аутизмом. Для них показана действительно более высокая способность к установлению причинно-следственных связей, да, то есть к тому самому мышлению, и очень хорошо развитое пространственное мышление, пространственное воображение. И вот вы видите примеры этих тестов на пространственное мышление, выделение фигуры из фона. Это так называемый тест фигуры или методика фигуры Гештальда, которые очень часто используются в тестах на IQ. Вот люди с синдромом Аспергера очень часто хороши в решении подобных задач. Ну и, как мы понимаем, в решении тестов на IQ, следовательно, и у них действительно должны получаться более высокие результаты. Ну, часто так и получается. Существуют популяционные исследования, которые указывают на то, что частота людей с синдромом Аспергера выше в областях, в которых, скажем так, длительное время живут люди интеллектуального труда, инженерных специальностей, ну, по типу Силиконовой долины или каких-то научных городков, там, где длительно проживают преподаватели. И вот у школьников в данной местности уровень синдрома Аспергера выше. И как раз-таки это вот связывают, с одной стороны, с наличием определенной тенденциозности в мышлении, да, особенности мышления, с другой стороны, конечно, с высоким коэффициентом наследования данного состояния. Итак, мы в очередной раз говорим об отсутствии скажем так, о наличии разницы по полу среди мужчин и женщин в предрасположенности к рас. И вот хочу вам привести еще картинку из исследования, которое изучало внешние признаки людей с рас. И вот в нем показано то, что действительно существуют определенные внешние черты, которые связаны с более маскулинными чертами, с одной стороны, и которые указывают на более высокую предрасположенность к расстройствам аутистического спектра. Вот эта картинка в левом верхнем углу, и как раз-таки вот правое изображение, оно характеризует повышенную предрасположенность к аутизму. Ну и просто уже в качестве иллюстрации вы можете сами посудить, подходят они или нет. Если здесь какое-то сходство, то есть это люди с диагностированными расстройствами аутистического спектра. Это вот Ксана Лес, известная YouTube-блогер, можете посмотреть ее канал и о том, как, скажем так, проявляют и рефлексируют себя, да, люди с рас. Мария Белавина, тоже автор YouTube-канала, достаточно известный блогер с аутизмом, она тоже освещает эту проблему. И вот Саша Борисова тоже
Рядом с ней внизу о ней тоже есть много передач, она о себе рассказывает. Ну, тут вы можете увидеть также известных людей. Это вот, ну, Ася Казанцева, кстати говоря, она сама о себе призналась, что она диагностировала себя посредством тестов синдрома Аспергера. Ну, у нас нет оснований не доверять ей. Просто для примера можете ее сравнить. Внизу находится Вуди Аллен, да, у него вроде тоже стоит это расстройство. И Темпл Грандин, женщина, о которой был снят фильм, кстати, позже покажу вам кадры, и которая, в общем, сама имеет аутизм, и она очень много занималась просветительской деятельностью в этой сфере, очень много посвятила тому, чтобы поддерживать, в общем, это вот общественное движение и помогать детям с аутизмом. И вот последняя девочка на этом слайде, это как раз-таки та самая Айрис Хелмшоу, художница, которая рисует цветные картины, которую мы видели на предыдущем слайде. Итак, мы уже несколько раз обратили внимание на то, что существует явная связь между мужским полом и предрасположенностью к развитию рас. И тут следует сказать, что, в принципе, вот когда мы говорим о влиянии пренатального тестостерона на развитие мозга, то как раз-таки оно способствует так называемой маскулинизации мозга, то есть развитию тех признаков, которые более характерны для мужчин. А это как раз-таки большое количество вот внутриполушарных связей, то есть более коротких связей, и меньшее количество дальних межполушарных связей. И это вот как раз-таки обуславливает вот такие вот способности, особенности в мышлении мужчин и женщин, которые вот я приводила на диаграмме, да, из исследования Барон Коэна. То есть действительно существует некоторая разница вот в мужском и женском мозге, которая, ну вот в среднем, которая обусловлено влиянием пренатального тестостерона. И для описания этого влияния даже была еще в 60-е годы выдвинута гипотеза Геншвида-Галлаберды, которая как раз-таки и указывает на то, что пренатальный тестостерон способен маскулинизировать мозг, вызывать вот такое вот большее количество формирования локальных связей, и в том числе его эффект состоит в подавлении развития лимбической системы. И опять-таки мы видим тут вот это вот отличие, да, между поведением мужчин и женщин, менее просоциальное поведение, ну, точнее, менее вообще социальное поведение, меньшая реакция на социальные стимулы, большая аналитичность мышления, менее интуитивное, менее развитое такое интуитивное мышление. И ну, мы эти с вами особенности, кстати говоря, уже перечисляли на стриме о мужском и женском мозге. Так что, согласно этой гипотезе, опять-таки, синдром Аспергера является такой максимальной степенью проявления маскулинизированного мозга, и в свете этого даже мы можем выдвинуть такую гипотезу о новой маскулинности. Теперь маскулинность будет выглядеть не так, вот как на левой картинке, да, а так, как на правой, в свете этих знаний. Если что, думаю, человека слева вы безошибочно определите, а справа это молодой Билл Гейтс. Его внешность, я думаю, менее известна, чем другие факты о нем. Ну, на самом деле мы должны понимать, что это, конечно, некая спекуляция, это все не абсолютно, потому что на формирование вторичных половых признаков вот по такому мужскому типу маскулинизированного тела влияет как раз-таки уже пубертатный тестостерон, да, который выделяется в период полового созревания, а на вот формирование мозга там важен как раз-таки внутриутробный тестостерон, который связан не с активностью желез самого плода, а с уровнем свободного тестостерона у матери, в крови у матери, который как раз-таки влияет на формирование плода. И теперь мы вот уже приблизились к тому, чтобы перейти, собственно, к биологическим, нейробиологическим особенностям людей с рас. И надо сказать о том, что те особенности, о которых мы поговорим, они отчасти являются как бы причиной, действительно обуславливают развитие симптомов, а отчасти, конечно, являются следствием уже функционирования мозга человека определенным образом. Итак, друзья, давайте для начала поговорим о наследуемости аутизма, поскольку
Это заболевание, как мы сказали, является органическим, неврологическим, и в основе его действительно лежит очень сильный наследственный компонент. И вот этот вот именно высокий коэффициент наследуемости, который, согласно близнецовым исследованиям, достигает значений 0,9 или 90%. Ну, в некоторых чуть меньше исследованиях, но вот в целом такое представление в данный момент, то, что 90% наследуемости. И именно вот эта вот точка зрения, скажем так, этот факт, он послужил тому, что очень длительное время в развитие аутизма и шизофрении, которые считались одним заболеванием, ранее считалась виноватой мать ребенка. Якобы мать является холодной, недостаточно уделяет внимания ребенку, и вследствие чего у него формируется такое враждебное, холодное отношение ко всему миру. Но на самом деле точка зрения была абсолютно спекулятивной. Такие вот популяционные исследования показали, что это не так, и обычно к детям с аутизмом очень теплое и внимательное отношение со стороны родителей, но тем не менее эта точка зрения существовала очень много лет. И на что хочется обратить внимание, на то, что существует явная корреляция между тем, какой характер имеют родители, как они ведут себя по отношению к окружающим и тем, какие у них дети, да, то есть поскольку коэффициент наследования очень высок, то есть с очень высокой долей вероятности дети будут похожи на своих родителей, и именно это вот, возможно, было причиной того, что сформировался такой вот стереотип, ну, поведения. Итак, друзья, то, что касается непосредственного генетического, скажем так, вклада, генетического фактора, на сегодня обнаружено порядка 1000 генов, которые считаются ассоциированными с аутизмом. В первую очередь, наибольшее число генов – это гены, которые отвечают за формирование и развитие синаптических связей, и действительно, вот синаптогенез, так называемое развитие синапсов, формирование их в процессе индивидуального развития, это такая точка приложения, которая больше всего страдает при расстройствах данного типа, данного спектра. Также там есть другие гены, которые задействованы в восприятии нейромедиаторов, генорецепторов, как, в общем-то, и в большинстве состояний, о которых мы говорим. То есть очень многие поведенческие паттерны, очень многие особенности, они завязаны как раз-таки на том, что разное нетипичное восприятие сигналов нейромедиаторов происходит. Существует несколько генов-кандидатов даже на моногенную модель аутизма, и данные модели они были получены на животных, то есть воспроизведены. Но на самом деле это очень маловероятно, и вот моногенная модель, она скорее имеет место в случае таких вот сложных синдромов, которые протекают с изменениями не только в психике, но и с изменениями всех систем органов, как синдромы, о которых мы говорили, это синдромы ломка X-хромосомы, синдром Ретта, синдром Ангельмана, ну и еще есть другие модели, которые имитируют как раз-таки вот это вот нарушение образования синаптических связей в процессе развития. Вот, в общем, существуют такие даже моногенные модели, и они, хотя очевидно, что полностью не могут описать весь аутизм, но они являются такими подходящими моделями для исследований. Изменения в строении нервной системы становятся заметны уже на макроуровне. В строении мозга и размерах черепа и головного мозга отмечаются изменения в размерах, начиная уже с раннего детства. Если дети сразу рождаются с нормальным объемом черепа и окружностью головы, то к возрасту нескольких месяцев до 2 лет у них начинается более интенсивный рост черепа и головного мозга. И это заметно при измерении окружности головы. Такой вот непропорциональный рост. Но постепенно к подростковому возрасту этот рост замедляется, и обычно размеры мозга соответствуют возрастной норме или же даже ниже нее к этому возрасту. И это такой вот соответствует такому неравномерному росту. И вот этот вот неравномерный рост, он является одной из отличительных черт особенностей развития нервной системы. Именно по этой причине РАС относится к таким аномалиям развития.
В раннем возрасте наблюдается опережающий рост лобной коры, височных долей мозжечка, тогда как со временем он как раз-таки замедляется или отстает. И такой неравномерный рост обусловлен преимущественно изменениями в белом веществе. Белое вещество – это нервы и проводящие пути мозга, то есть серое вещество представляет собой тела нейронов, так как белое вещество – это проводящие пути. И вот эта вот теория изменения белого вещества долгое время была доминирующей в теории развития аутизма. Но со временем было замечено, что изменяется также серое вещество и граница между этими двумя веществами. И на клеточном уровне причиной этого может быть как раз-таки неравномерная гибель нейронов, нарушение нейронного прунинга и разрушение нейрональных связей, которые формируются, как известно, в детском возрасте избыточно. То есть нормальным развитием нашего мозга является такой вот чрезмерный рост, чрезмерное количество образования нервных связей, некоторые избыточные, для того, чтобы мы могли сформировать из этого максимальное количество возможных вариантов нервных связей для, скажем так, нашего дальнейшего функционирования. Но в возрасте от нескольких месяцев до 2-3 лет происходит активная гибель синаптических, разрушение синаптических связей, их уменьшение, так называемый прунинг, за счет чего, опять-таки, могут уменьшаться и общие размеры мозга. И вот этот вот процесс как раз-таки нарушен при РАС, и это одно из таких вот ключевых точек, на которые обращают внимание при развитии особенностей данной группы заболеваний. Как было сказано, если говорить об уровне функционирования, то больше всего изменений претерпевает при РАС социальная сфера взаимодействия и сенсорная сфера. И вот как раз если говорить об уровне макроструктур мозга, которые изменяются при РАС, то это в первую очередь области, ответственные за социальное обучение. Это медиальная префронтальная кора, орбитофронтальная кора, миндалина, полосатое тело. И при РАС как раз-таки снижается активность этих отделов мозга, или же она работает нетипично. Одним из наиболее частых изменений, которые можно обнаружить на МРТ, является гипоактивность веретенообразной извилины, которая отвечает за активное распознавание и рассматривание лиц. То есть это зона как раз-таки, которая активируется в ответ на распознавание и анализ лица. И это действительно полностью соответствует клинической картине, поскольку у людей с РАС нарушено распознавание лиц, нарушено распознавание мимики и контакт глаза в глаза, визуальный контакт. Это также было исследовано, подтверждено методом окулографии, когда изучается направление взгляда пациента при помощи лазера, встроенного в очки. И было показано, что люди, обладающие аутистическими чертами, чаще смотрят на нижнюю треть лица разглядываемого объекта или же куда-то вообще мимо на неживые объекты, вместо того, чтобы смотреть в глаза непосредственно и распознавать выражение глаз, как это делают на нейротипике. Показана также гипоактивация миндалевидного тела при решении различных социальных задач, что указывает на то, что, опять-таки, субъект эмоционально не вовлекается в социальные ситуации. И еще одной структурой, которая имеет атипичную активность при РАС, является прилежащее ядро прозрачной перегородки. Nucleus accumbens – это структура, которая входит в состав лимбической системы, и она как раз-таки отвечает за ощущение подкрепления удовольствия. То есть она реагирует на сигналы дофамина и обеспечивает сигналы удовольствия на определенные стимулы. И в том числе это касается социальных стимулов. То есть у большинства людей в социальных ситуациях происходит активация прилежащего ядра. И эта реакция частично опосредована также окситоцином и вазопрессином. Как раз таки у субъектов с РАС этой активации не происходит, что можно опять-таки подтвердить тем, что у них
отсутствует подкрепление, положительное подкрепление в социальных ситуациях, за счет этого снижена обучаемость в данной области. Так, что касается нейромедиаторов, вот как раз-таки снижение реакции на окситоцин и вазопрессин является таким первой особенностью, которую мы обсуждаем, и это связано с атипичным распределением рецепторов к данным гормонам в мозге, опять-таки, ну и это, соответственно, отражается в генах, то есть это различие, оно генетически запрограммировано. Еще одной мозговой структурой, которая значительно изменяется при РАС, является мозжечок. Мозжечок – это структура, которая в первую очередь, как известно, отвечает за двигательные функции, моторные, но также показана его значительная функция в формировании памяти и высших когнитивных функций. И вот как раз-таки размеры мозжечка увеличиваются в период раннего детства при РАС, но показано нарушение развития клеток Пуркинья в мозжечке. Это основные клетки, которые обеспечивают контроль мозжечком нижележащих отделов, то есть они обеспечивают нисходящий контроль. Это гамма-кергические нейроны, они выделяют тормозной медиатор гамма-аминомасляную кислоту, которая как раз-таки помогает нам координировать наше движение. Они осуществляют своеобразный ограничивающий тормозный контроль, и вот как раз-таки недостаток этого контроля при РАС обеспечивает вот это вот разнообразие различных двигательных функций, гиперкинезы, повторяющиеся движения и, в принципе, нарушение координации, которые вот характерны для данной группы, для данного синдрома. То, что касается симптомов повторяющихся действий, застревания на каких-то действиях, в этом смысле ведущую роль играет поясная извилина, поясная система, гиперактивность которая наблюдается при РАС, она как раз-таки приводит к отсутствию когнитивной гибкости, как мы уже раньше обсуждали функцию данной системы, то есть отсутствие переключения с одних действий, с одних когнитивных схем на другие. И вот эти вот повторяющиеся действия, обсессии, компульсивные действия, которые встречаются при РАС, они могут быть также частично объяснены активностью поясной системы. То, что касается реакции на медиаторы, показана атипичная реакция на гамма-аминомасляную кислоту, как уже было сказано. Это, во-первых, наблюдается в области мозжечка, там, где у нас есть недостаток клеток, продуцирующих ганг. И другая зависимость была обнаружена в зрительной системе, в зрительной коре, когда у нейротипиков при предъявлении повторного изображения у них происходит погашение реакции на данный стимул, то есть постепенное угасание, так называемое привыкание нервных клеток к стимулу, то как раз-таки у людей с РАС у них эта реакция не угасает, то есть у них происходит одинаково сильное возбуждение на повторное предъявление стимула. И это как раз-таки связывает с особенностью рецепторов ГАМ, которые не реагируют на вот эти вот повторные предъявления. И как раз-таки в связи с этим это может частично объяснять вот эту вот детализированность восприятия, детализированность зрительного анализатора, которую мы видели при синдроме Саванта. Похожая картина возбуждения была получена на животных моделях при изучении тактильного анализатора. Было показано, что при повторном предъявлении одних и тех же тактильных стимулов происходит опять-таки то же самое привыкание, то есть депрессия нейронов, которая проявляется в нечувствительности клеток через некоторое время после предъявления одного и того же монотонного действующего стимула. И, в общем, это нам понятно, потому что это является необходимым условием функционирования нашей нервной системы для того, чтобы мы не реагировали на стимулы, которые действуют постоянно. Ну, например, на давление нашей одежды, каких-то предметов, которые нас постоянно окружают.
Вот при раз этого не происходит, соответственно, возбуждение, которое не угасает, оно может суммироваться, и это является механизмом возникновения гиперчувствительности. И судя по тому, что подобная гиперчувствительность наблюдается не только в области прикосновений тактильных анализаторов, но она может проявляться и в других, и в зрительном, и в слуховом анализаторе. Соответственно, скорее всего, эти механизмы работают и в этих системах. Еще одним нейромедиатором, который отвечает как раз-таки одновременно за социальную роль и за обеспечение такое поддержание чувства спокойствия, подавление негативных эмоций, является серотонин. И вот опять-таки сигналинг путей серотониновых при раз тоже нарушается, чувствительность к серотонину понижается, и количество серотонина в плазме, оно тоже, в спинномозговой жидкости, оно тоже снижается. И в связи с этим была предложена такая вот гипотеза, согласно которой серотонин тоже является одним из медиаторов, который играет роль в развитии вот этих вот социальных симптомов при раз. И действительно, блокаторы обратного захвата серотонина показали положительный эффект в социализации, социальном приятии людей с раз. Итак, друзья, из всего сказанного выше мы можем сказать, точнее обратить внимание на еще одну такую интегральную особенность людей с раз, как неспособность моделировать ментальную реальность другого человека. Способность к ментализации и такой вот моделированию субъективной реальности другого как раз-таки лежит в основе, с одной стороны, нашей эмпатии и с другой стороны, наших социальных представлений, то есть представлений о том, что чувствует один человек в отношении другого, скажем так, какого-то поступка, его моделирование, его субъективной реальности. И вот эта вот способность в связи с теми изменениями, которые мы уже перечислили, она нарушена при раз. Надо сказать, что опять-таки раз это спектр, и она в разной степени проявлена у разных людей. И как раз-таки вот эта вот особенность и также некоторые свойства, о которых мы говорили ранее, такие как способность к аналитическому мышлению наряду со сниженной эмпатией, они способствуют тому, что люди с раз склонны больше к выработке, скажем так, некой коллективной морали. И вот эта вот способность к морализаторству такому некоторому, то есть к выработке, к потребность в выработке каких-то общих понятных правил, на основе которых, скажем так, функционирует общество, она лежит в основе эволюционной теории аутизма. Двое авторов, Пенни Спинск и Барри Райт, выпустили книгу, которая называется «Предыстория аутизма», в которой они описывают как раз-таки вот свои, то есть анализ проводят того, как в течение исторического, скажем так, развития формировалась общественная мораль, формировалось вообще общество, когда мы переходили от жизни малыми семьями к жизни крупными племенами, да, к формированию более крупных объединений. И как раз-таки вот они обращают внимание на то, что на этом этапе такое вот аутистическое мышление, оно играло важную роль. И вот хочу показать вам пример диаграммы, на которой как раз-таки показаны общественные связи, которые устанавливаются между людьми в случае их эмпатического взаимодействия, то есть непосредственное установление личных контактов с друг с другом. И как раз-таки это свойственно для нейротипичных людей, для которых вот это вот свойственно эмпатия, отражение реальности другого, способность понять психическую реальность и воспроизвести чувства, да, другого. И вот такая вот своеобразная кооперация, тогда как в случае с людьми с раз происходит обратная ситуация, происходит установление определенных общих правил и закономерностей, которым подчиняются все. И вот на основании этой теории как раз-таки выдвигается предположение о том, что в становлении общественной морали и общественного такого вот строя и позднее законодательства как раз-таки сыграла роль люди с аутистическим спектром, ну, по крайней мере, их способности, скажем так. И таким образом, раз считается одним из таких вот эти признаки, являются одним из столпов, на которых сформировалось общество, такая вот коллективная мораль, коллективное поведение.
И вторым, кстати, который противопоставляется ему, является как раз-таки духовная, религиозная составляющая, которая людям с аутизмом свойственна в меньшей степени. Показано тоже, что вот эта вот способность к такому абстрактному, магическому и религиозному мышлению отрицательно коррелирует с аутистическим спектром, и в частности вот способность к магическому мышлению встречается у них в 10 раз реже, чем у нормотипичных людей. И это как раз-таки связано опять-таки с вот этой вот отсутствием способности моделировать реальность другого и устанавливать какие-то субъектные отношения с другим человеком, поскольку как раз-таки вот этот вот момент установления личного контакта между человеком и какой-то божественной сущностью, он считается ключевым в религиозном мышлении, и он очень свойственным людям, ну, другому типу, да, и людей с шизотипическим мышлением. Мы будем говорить о них позже, в более поздних видео, но пока вот имейте в виду то, что у нас есть вот такая вот эволюционная гипотеза. Ну и в конце, собственно, и хочется сказать о том, что я думаю, что на основании сегодняшнего материала вы поняли то, что почему, да, аутизм, аутистические расстройства являются частью спектра неврологического, которого относят к так называемому нейроразнообразию, то есть к особому типу развития нервной системы. То есть эти люди могут быть действительно очень высокофункциональными, очень эффективными, но они имеют другой тип организации нервной системы, вследствие другой тип мышления, другой тип выстраивания отношений между собой. И хочется привести некоторые примеры, я сделаю об этом отдельный стрим, но сегодня поговорим о том, какие основные отличия между людьми с шизоидным расстройством личности и с РАС, поскольку чаще всего их сравнивают и путают. Ну, во-первых, мы говорим о том, что изначально РАС аутизм рассматривали в спектре шизофрении, то есть однако, то есть и в субклиническом спектре, скажем так, в спектре таких легких нарушений, мы можем сказать, что шизоиды, скажем так, и аутисты, они, ну, достаточно похожи в некоторой мере, да, но все-таки, если мы говорим о шизоидном расстройстве личности и синдроме Аспергера или каком-то из высокофункциональных вариантов аутизма, то разница все-таки присутствует. И основная разница состоит как раз-таки в вот этом вот дефиците когнитивных функций в области эмоционального интеллекта, то есть неспособность воспринимать общественные нормы, моделировать реальность другого, которая является основным характерным признаком при шизоидном расстройстве личности. У нас имеет место крайняя интроверсия, при котором человек избегает общения, но в принципе он способен к восприятию модели реальности другого, он понимает, как думают другие люди, он видит правила, видит отношения и вполне способен их воспринимать и подстраиваться под них, но у него отсутствует желание вступать в какие-либо контакты. В том случае, когда при РАС как раз-таки обратная ситуация, человек может хотеть контактировать с другими, вступать в контакты, но у него имеется вот этот вот дефицит способности к социальному обучению. И вследствие этого, ну, опять-таки, мы можем сказать, что человек с шизоидным расстройством личности выглядит как крайне глубокий интроверт, тогда как человек с синдромом Аспергера может выглядеть вполне экстравертно, общительно, ну, то есть, и не обязательно он будет, ну, то есть, настолько замкнуто избегать общения. Надо сказать, что вообще для людей с аутистическими чертами выделяют несколько стратегий общения. Первая из них — это действительно избегание общения. Вторая из них — это пассивная позиция, то есть они первыми не вступают в социальный контакт, но они с радостью его поддерживают, если к ним обращаются. И третья стратегия — это активное общение. То есть вот многие люди, они действительно жаждут общения и не понимают, почему, собственно, оно у них не складывается. Вот можете, кстати, посмотреть видео, если вы будете вот смотреть людей, да, с аутизмом блогеров, которых я посоветовала. То есть вы можете посмотреть, что та же самая Маша, та же самая Саша Борисова, они выглядят как
активные экстраверты, то есть это люди на самом деле очень общительные, довольно эмоциональные внешне, но просто у них нет вот этих вот навыков коммуникации. Ну, при шизоидном расстройстве могут навыки коммуникации страдать просто из-за недостатка социального контакта. Понятно, что человек, который очень глубокий интроверт и всю жизнь избегает общения, то, что у него будет некоторый недостаток гибкости, но все-таки природа его разная. Если мы говорим о шизоидном расстройстве личности, там у нас нету таких неврологических нарушений, там у нас максимум это разбаланс медиаторной сферы, то в этом случае у нас есть конкретный неврологический субстрат. И еще из таких поведенческих особенностей можно выделить такое вот отношение к сексу, асексуальность, которая выделяется тоже как характерный признак для шизоидного расстройства личности, но может отсутствовать при аутизме. То есть при аутизме нет каких-либо ограничений в сексуальной сфере, нет асексуальности и избегания вот этого вот контакта. Но опять-таки вступление, естественно, в партнерские отношения может быть усложнено. Ну вот, кстати говоря, часто подчеркивают то, что то есть два человека с раз, они вполне могут благополучно создать союзы, в общем, вполне нормально функционировать как в качестве там семьи, партнеров и так далее. Ну и также при шизоидном расстройстве личности нет основных симптомов, которые характерны для аутистического спектра. Это повторяющиеся действия, специальные интересы, хотя вот как раз-таки какие-то узкоспециализированные интересы они могут присутствовать, но стоит обратить внимание на то, что аффект немного разный тоже при шизоидном расстройстве личности, когда у человека отсутствует интерес и, скажем так, эмоции, отсутствует удовольствие от каких-либо действий или общения, то при раз как раз-таки вот эти вот специальные интересы, они могут доставлять человеку очень большое удовольствие, да, то есть, опять-таки, аффект у человека с шизоидным расстройством личности гораздо более плоский, менее выражен, и часто действительно у них такая вот агедония, при которой им, в принципе, ничего не интересно, ничего их не радует. Ну вот, в общем, основные такие отличия, мы по ним прошлись, еще как-нибудь конкретизируем. И вот хочу вам напоследок привести примеры из фильмов, в которых как раз показаны вот все особенности очень хорошо. Ну, так просто перечисливаю их, если что, знаете, посмотрите. Это Форест Гамп, да, у него было стереотипное действие, это бег, который его успокаивал. Это вот сериал «Хороший доктор», тоже про доктора с синдромом Аспергера. Ну, там вот его интеллектуальные способности как раз хорошо раскрыты. «Человек дождя». Говорили уже, что у этого фильма был реальный прототип, и там показаны как раз вот этот савантизм, уникальная способность к счету и анализу. Ну, Шелдон Купер, я думаю, вы его хорошо знаете, да, это тоже человек с особенным поведением, общением. И в конце Пол Грандин, как раз-таки женщина, о которой был снят фильм, тоже реальный персонаж, и у нее тоже наблюдался аутизм и особая способность такая вот к контакту с животными. И это вот тоже такой момент, который нужно подчеркнуть. Мы не говорили об этом еще в течение видео, но действительно у людей с РАС очень часто встречается такая вот способность повышенно чувствовать, сенситивность такая в отношении животных, любовь к животным и способность их понимать гораздо лучше, чем понимать людей. И вот как раз-таки в фильме это очень хорошо показано. Если не видели, тоже можете посмотреть, если вас это интересует. Ну, в общем, вот такие вот особенности этих людей. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Пишите ваши вопросы.